Привет, это Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы поговорим про особый инструмент FontLab под названием Smart Corner. Он позволяет на основе какого-нибудь узла создать либо скругление, если нам это требуется, либо ловушка для чернил. Умные углы — это особый инструмент FontLab, который позволяет нам сделать из угловатого соединения, вот такого, где у нас находится угловой острый вот такой узел, сделать плавный такой переход без нарушения самой структуры контура. То есть, грубо говоря, мы можем сделать скругление в любом месте. Как это выглядит? Ну, во-первых, мы откроем букву H, и мы видим, что здесь три контура, которые пересекаются. Я зажатым контролом и шифтом выделю два вот этих элемента, солью их. Теперь мы видим, что здесь у меня угловой узел, а здесь просто пересечение двух разных контуров. Первое, что мы можем сделать, открываем вкладку Node, вот она. Если мы немножко вот так отодвинем, мы увидим вот такой Smart Corner. Это и есть умный узел. Либо я могу выделить узел и включить его вот здесь. Это фильтр, который накладывается поверх нашего основного контура. В общем, я кликаю сюда, и что мы видим? Появилась вот такая синяя точка. И я могу выделить синюю точку либо с зажатым шифтом, чтобы сохранить целые значения, либо просто без шифта вот так его двигать. Мы видим, что вот здесь у нас значения дробные. Теперь, если я нажму пробел, я увижу, что у меня есть вот такое скругление. Оно бывает как, скажем так, наружу, так и внутрь. Могу вот так выделить. Он у меня берет предыдущее значение, и теперь я могу вот так вот сделать скругление. Вот, у меня плавный вот такой переход. Это можно сделать как внутри одного контура, и вот тогда у нас появится вот здесь такая иконка, так и на соединении двух разных контуров. То есть точно так же выбираю Smart Corner, и все, несмотря на то, что это у меня два разных элемента, два разных контура, я могу в них тоже сделать вот такое скругление. То есть это поверх этого контура накладывается фильтр. Как можно его использовать? Ну, во-первых, мы можем задать им единое значение, и если мы выделим один из них, точнее все, и сдвинем один из них, то вы увидите, что у нас они теперь все сдвигаются. Я могу вот здесь нажать, и та же самая история произойдет. Здесь я могу выделить все и задать значение цифровое, ну, допустим, пускай 100 будет. А вот работает оно не везде, то есть только вот так, если двойной клик. Ну, ничего страшного, с этим вы разберетесь. Вот, могу выделить один из них, могу его удалить, и он у меня пропадет, но фильтр полностью не удаляется. Поэтому, чтобы нам его удалить, нам нужно что сделать? Нам нужно сделать... Где-то здесь у нас есть возможность убрать фильтр. Нажимаю, все пропадает. В общем, мне нужно его вернуть, поэтому я кликаю сюда. Здесь у меня можно выбрать значение. Вот тут они работают одновременно. Что еще мы можем с этим сделать? Ну, помимо скруглений вот таких частей, мы можем сделать еще и так называемые инктрэпы. Это ловушки для чернил, которые используются при печати в мелком размере. Допустим, мы возьмем букву А или букву A. Здесь у нас сейчас это разные элементы. Мы, наверное, здесь ничего не сможем сделать. Да, поэтому я просто соединю все отдельные контуры в едино. Здесь это поломает наш элемент референса, но, по крайней мере, мы сможем это сделать. В общем, я могу выделить вот так и нажать Smart Corner. Теперь я могу сделать вот это вот скругление. Вот, но если я сделаю это в обратную сторону, вот так, то теперь у меня появился вот такой врез. Вы наверняка встречали такие шрифты, в которых это присутствует. Можно сделать вот тут. Так. Нет, здесь он мне не позволяет почему-то. Так, значит, надо их слить вместе. Попробуем слить вместе. Теперь у меня применился этот. Ну ладно, не страшно. Включаю вот сюда инктрэпы. Теперь у меня вот что получилось. Сюда тоже инктрэпы делаю. Но здесь уже, наверное, перебор. Вот так, например. И вот такое вот мы получаем. А здесь можем, допустим, добавить либо обратный эффект. То есть, видите, вот такой. Либо здесь вот можем вот так их скруглить. И получается вот такой
интересный вариант буквы А. Такая вот надутая буква. На самом деле мы можем взять вот обычный гротеск и превратить в него такой вот скругленный, надутый своего рода вариант буквы. Почему бы нет? Интересная штука, можно с этим экспериментировать. Вот, если мы хотим применить один из таких контуров, что мы делаем? Мы выбираем любой из этих умных углов и применить Smart Corner. Все, теперь у нас он применился. Можем выделить все. Можем нажать вот этот, да, он все сольет и все применит, либо можем выбрать также элемент Expand Filters. Все. Вот так он у нас создал полностью вот такую гладкую форму буквы. Теперь мы можем их как-то что-то с ними сделать. Ну, допустим, кстати, здесь же мы можем вот эти элементы с зажатым. Нет, здесь так не работает. А вот тут тоже не работает. Ладно, хотел передвигать вдоль оси, ну, в общем, ничего страшного. Основную идею вы поняли. В общем, экспериментируя с такими фильтрами, мы можем превращать наши шрифты вот в что-то такое необычное, буквально в 2 клика. Но если вдруг по какой-то причине мы передумали это делать, мы можем это все дело удалить. Это еще, кстати, можно настроить. Что мы можем здесь увидеть? Мы можем увидеть, что здесь у нас есть определенная степень вот этой вот скругленности. Мы ее можем изменить. Как это делается? Ну, во-первых, мы можем вот здесь выставить какое-то значение для одного, либо для всех следующих. Вот здесь же, кстати, мы можем и применить, превратить его в полноценный такой узел. Готовый уже, так сказать. Вот. А можно задать это значение по умолчанию. Допустим, если я вот сейчас вот это все соединю и добавлю сюда отрицательный Smart Corner, мы видим, что у нас вот эта часть, она достаточно такая тоненькая. А мне бы хотелось, чтобы глубина была, ну, глубину понятно, она была немножко пошире. Как можно это исправить? Мы выделяем вот эти узлы. И вот здесь теперь, если... Не то. Вот. У меня получается одно скругление, а другое инктрепы. Если мы посмотрим сюда, то здесь мы можем регулировать степень вот этой плавности, скажем так. А если мы выберем инктреп, то теперь мы можем регулировать его ширину. Вот видите? У нас теперь они отличаются. Это мы можем задать на постоянной основе для всех последующих смарт-корнеров во всем проекте. То есть, чтобы каждый раз это не настраивать, все последующие будут иметь определенные заданные параметры. То есть, если я сейчас включу смарт-корнер, вот, он у меня все равно включил стандартные 2 юнита. То есть, в данном случае здесь стоит двоечка, ну, то есть, это примерно 2 юнита. Можно сделать так, чтобы они всегда у нас были такой побольше ширины. Как это делается? Заходим в Font Info. И во вкладке Font Dimension мы можем задать размер инктрепа и вот эту скругленность скругления. Допустим, ну, процентное соотношение, скажем, поставлю я 15, чтобы наглядно было. И, допустим, вот тут поставлю 18. Жму Apply. Теперь, по идее, должно сработать. Не уверен, но проверим. Включаю. Вот, мы видим, что теперь он у нас сделался вот таким толстым инктрепом. Вот попробуем здесь это проверить. Я все сверну, склею и зададим это значение сюда. Вот, мы видим, что теперь у нас здесь ширина вот этого вреза достаточно большая. И аналогично мы проверяем для скруглений, для вот таких углов. Жму сюда, и мы видим, что у нас срез практически, ну вот прям практически такой, прям срез. Тоже, кстати, хороший эффект, можно его использовать, когда мы хотим сделать такой угловатый шрифт, и в местах скругления, чтобы у нас все было вот такое срезанное. Если я сейчас снова Ctrl-Alt-F попаду сюда, поставлю здесь значение 0, то он, наверное, вообще сделает нам очень сильные срезы под 0, так сказать. Допустим, выберем вот это. Также мы все склеиваем вместе, убираем все пересечения, выделяем все, жму сюда. И что мы видим? Все правильно. Да, у нас получился идеальный срез. Кстати, это очень удобно.
не нужно все это вручную делать. А здесь у меня тоже получился срез очень сильный. Ну, кстати, интересный шрифт из этого может получиться. Но если я выделю вот эти, то можно сделать вообще вот такой вариант. Ну, прямо над этим надо подумать, и из этого можно реально потом какой-нибудь шрифтец собрать с такими идеально срезанными углами, без плавности, и вообще прям я займусь этим обязательно. Ну и после того, как мы все это сделали, перед экспортом желательно все эти фильтры потом разобрать, и делается это либо мы нажимаем на каждой букве вот эту штуку, либо можем, наверное, если я выберу сейчас все вот эти символы, так, элемент, expand filters, что-то где-то произошло, попробуем. Да, здесь он у меня все сделал, в букве М он тоже у меня все сделал. Ну, то есть, все, шрифт готов, можно из этого что-то прикольное сделать. Ну, в общем, как работают эти фильтры, как работают эти умные всякие узлы и какие типы бывают, мы, в принципе, с вами разобрали, поэтому давайте перейдем к следующему уроку. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.